Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и ставьте лайки. Они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Друзья, сегодня я хочу вместе с вами совершить обзорную прогулку по парку львов под названием Тайган. Сразу предупрежу, что буду высказывать свое личное мнение, которое весьма предвзятое. Ваше мнение, естественно, может в корне отличаться от моего. Итак, для начала, как обычно, краткая справка из Википедии. Сафари-парк Тайган – частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе, находится в Крыму на берегу Тайганского водохранилища. Парк расположен на территории бывшей военной части, из которой не была вывезена часть предметов техники. В итоге эти объекты были включены в экспозицию парка. Территория Тайгана составляет 32 гектара, из которых примерно 20 отведено под сафари-парк львов, а остальные под стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк, который, кстати говоря, понравился мне больше всего. В парке проживает около 60 львов, включая и редких белых львов. Основатель парка Олег Алексеевич Зубков, который одновременно является директором Ялтинского зоопарка «Сказка». Туда я не попала. Строительство парка Тайган было начато Олегом Зубковым в 2006 году, но парк был открыт для посетителей только в 2012. В 2015 году, после присоединения Крыма к России и смены главы Крыма, у Олега Зубкова начался конфликт с крымскими властями, в результате чего 10 декабря 2015 года парк был закрыт для посещения. Однако уже с 23 апреля 2016 парк Тайган вновь был открыт. В 2019 году прошли массовые проверки парка Тайган со стороны властей Крыма с возбуждением множества административных и уголовных дел против Олега Зубкова. Об этом была большая шумиха в СМИ, поэтому останавливаться на этом подробно я не буду. Перейдем непосредственно к обзору. Ехать до парка почти с любого морского курорта около 2 часов. Вход в парк стоит для взрослых от 10 лет 1000 рублей, а до 10 – 500 рублей. И вот тут и начинается самое интересное. Нигде, ни на кассе, ни внутри парка не принимают безналичную оплату. Более того, банкомат только один при входе в Тайган. Получается, что очередь туристов, привыкшая к электронным платежам, дружно разворачивается и выстраивается в ту же очередь, только уже в этот самый единственный банкомат. При этом не забывайте, что привычных банков в Крыму нет, а те другие берут комиссию за снятие. Это крайне неудобно. Ну и теперь вопрос, почему? Почему же столь крупная организация не может обеспечить безналичную оплату? Довода, как вы понимаете, два. Первый, в Крыму очень плохой интернет, однако банкомат все же работает. И второй, вы сами догадаетесь. При входе в парк вас встречают ребята с громкоговорителями и предлагают прокатиться на электромобиле. Цены кусаются уже со входа. Вот пример. Информация взята с официального сайта Тайган. Экскурсия на электромобиле с водителем стоит трехместный за час 2500, обзорная 20 минут 500 рублей, 5-местный электромобиль за час 3500 рублей, 9-местный 1 час 4000 рублей, ну и так далее в прогрессии. Забегая вперед, озвучу сразу и другие цены. Сафари от 10 тысяч рублей, магазин сувениров, футболки от 3000, игрушки в зависимости от величины, но тоже недешево. Везде стоят палаточки, где продают подкормку для животных, в среднем 150-200 рублей за порцию. Вертолет 20 тысяч рублей 10 минут. На территории парка есть отель 3500 рублей за стандартный двухместный номер в сутки. Есть такая услуга «Львенок в номер». Информации о ней, как и о фотографировании и тискании львят и тигрят, нет на сайте, но об этом чуть позже. Также присутствует кафе или ресторан, внутрь я не заходила. Итак, при входе в Тайган меня встретила грустная,
но доброжелательная львица, которая обитала как раз на самой большой стороне для львов. Везде по этой стороне расположены такие металлические настилы на возвышении. Однако после часового хождения по ним я смогла найти только ржавые останки бывшей военной части, некие произведения искусств, воронов, спящее трио львов под деревом и еще парочку братьев, проявляющих мало интереса к подкормке от туристов. Чуть дальше был крайне тесный вольер с молодыми, спящими почти впритык друг к другу молодыми тиграми. Кстати говоря, я за 4 часа хождения по тайгану так и не увидела старых животных. Почти все из них подростки, что весьма странно и навеивает на не очень хорошие мысли. Вот вы не знаете, куда деваются взрослые или пожилые особи из тайгана? Напишите в комментах. А спустившись с ржавых возвышенностей, я почти прослезилась. Около десятка маленьких львов и тигров работают во благо толпы, которая требует все больше хлеба и зрелищ. Потискать тигренка или львенка 3000 рублей, фото чуть меньше. Эти маленькие тигрята и львята уже просто изнемогают от наплыва ненасытных туристов. Но людишкам все мало. Никто даже не задумывается, что, скорее всего, эти маленькие цари зверей и тигрята уколоты каким-то успокоительным. Ведь даже у маленьких царей есть зубки и дикий нрав хищника. Кстати, те самые молодые спящие тигры в клетке, мне кажется, тоже туда относятся. Ну а теперь стационарный зоопарк. Свободно там только павлинам. Эти курицы гуляют сами по себе. Как и единственная свободная в тайгане пантера. Все остальные сидят в довольно небольших клетках. Там каждая животинка находят себе развлечения по вкусу. Например, леопарды, тигры и медведи дерутся в тесных клетках, а остальные попрошайничают. А вот людишки развлекаются тем, что кормят животных чем попало. Да, на кормах, которые продаются внутри парка, все написано, какой корм для кого подходит. Но разве люди умеют читать? Как следствие, животным дают чипсы, кукурузные палочки, мороженое и прочие полезные в кавычках вкусняшки. А по словам одной из сотрудниц тайгана, очень многие из животных погибают из-за подобной широкодушести со стороны сапиенсов. Может быть, именно поэтому все животные в тайгане молодые. И теперь снова о деньгах. Сам тайган приводит вот такие цифры, жалуясь на нехватку средств. Животные, обитающие в парке, ежедневно съедают более 3,5 тонн корма, из которых 1,2 тонны составляет мясо, остальное другие виды кормов. Стоимость питания хищников парка Тайган составляет около 165 миллионов рублей в год. А теперь другие цифры. В среднем Тайган посещают около 500 000 человек в год. Каждый из них приносит парку минимум 2000 рублей. И, по-моему, это похоже на миллиард. Хотя я плохой математик. И повторюсь, что мое мнение субъективно. На деньги, вырученные от так называемого спасения львов и тигров, хватило лишь купить подержанные в Китае мусорки, которых, кстати, весьма мало по зоопарку, наверное, дорогие. А еще хватило на туалетную комнату а-ля деревенский сортир. Но уже не хватило на уборщиц, которые бы эту комнату мыли. Кстати говоря о молодости, молодые в тайгане не только животные в клетках, но и те, которые умеют работать, хотя там работают все. Большинство персонала парка весьма молодые особи. Однако справедливости ради надо сказать и про плюсы тайгана, несмотря на то, что я ушла оттуда расстроенной. Говорят и пишут, что тайган помогает восстановлению популяции хищников. Однако никаких цифр по поводу этой помощи я не нашла. Да, согласна, тайган помогает развлечь толпу и, наверное, даже популяризировать зоологию
зоологию, но, по-моему, развлечение от детских тигриных и львиных мучений весьма сомнительное. Итак, мое мнение. Тайган создан прежде всего для бизнеса и обогащения. Причем я увидела только верхушку айсберга. Никакой любви к животным я там не заметила, как и собственные к людям, ибо инфраструктура Тайгана тоже оставляет желать лучшего. Вас же прошу обязательно написать свое мнение про Тайган в комментах. Я буду ждать. Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!